Вы находитесь в Америке на статусе ТПС или ЮФОЮ и хотите узнать, как получить грин-карту? Тогда это видео для вас. Меня зовут Данил Тонкопи, я основатель сервиса VisaNow.ai и ведущий канала «Я мигрант». И сегодня вместе с лицензированным юристом мы разберем, какие есть реальные пути от гуманитарного пароля UFOU или от Temporary Protected Status к грин-карте. Поможет разобраться во всем опытный иммиграционный юрист, которая уже помогла остаться в США после получения пароля, Татьяна Аристова. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, здравствуйте, зрители и слушатели. Татьяна, я начну с актуального на сегодняшний день вопроса. Те, у кого ЮФОЮ и ТПС, могут ли уже получать документы? Сняли ли паузу? Насколько мне известно, буквально вчера было объявление о том, что пауза с рассмотрения документов снята. Официальных каких-то указов на эту тему не было выдано, но по неформальным каналам было объявлено, что документы снова рассматриваются. Так что время покажет. Надеюсь, в ближайшее время наши клиенты и остальные заявители получат свои документы. Будем ждать и сразу сообщим нашим зрителям и слушателям, как у нас будут новости. Давайте с самого начала про ЮФОЮ и ТПС. Какие есть реальные пути к грин-карте, к тому, чтобы остаться в США, если у человека статус ТПС или пароль ЮФОЮ, и сразу же, есть ли разница между этими двумя статусами? Давайте сначала поговорим об общих путях, а потом перейдем к разнице между статусами. В общем и целом, как мы уже обсуждали в других наших передачах, возможность получить документы в Соединенных Штатах включает в себя, во-первых, гуманитарные способы остаться в Америке, то есть, например, получение таких заявок, как убежище. Естественно, что на убежище можно подавать только если у человека есть реальные основания. Я думаю, что мы отдельно поговорим, сделаем большую передачу, посвященную именно этой теме. Но, в общем и целом, подавать на убежище можно только если у человека есть реальные основания. Он опасается, что его будут преследовать за его политические, религиозные убеждения, членство в особой социальной группе, национальное происхождение. То есть это большая отдельная тема. Если таких опасений нет, то подавать на убежище просто ради того, чтобы здесь задержаться, не стоит. Далее есть возможность получения документов через воссоединение семьи. Но, в общем и целом, воссоединяться можно с супругами, родителями и детьми. Соответственно, если у вас есть ближайшие родственники, которые подавали на вас когда-то документы или могут сейчас подать, то это может быть путем грин-карты, но важно понимать, что многие категории воссоединения семьи занимают довольно долгое время. Воссоединение семьи, например, с братом или сестрой может занять больше 15 лет. Воссоединение взрослого, состоящего в браке ребенка с родителями, тоже может занять примерно подобный срок. То есть прежде чем надеяться на этот способ получения документов как наиболее вероятный или надежный, тоже стоит прежде всего проконсультироваться со специалистами или погуглить хотя бы информацию, понять, сколько это может занять времени. И наиболее распространенный путь получения документов для тех, во всяком случае, кто приехал сюда по программе ЮФОЮ, это возможность получить документы через работу. Вы можете получить документы на основе спонсорства со стороны вашего работодателя или на основе своих выдающихся достижений. Если вы являетесь человеком с выдающимися способностями, можете претендовать на грин-карт на основе наград, публикаций в средствах массовой информации, заслуг, которые вы имеете в своей области. А также можно получить документы на основании петиции «Национальный интерес» или National Interest Waiver. В ходе этой петиции вы можете показать, что вы собираетесь принести Америке серьезную пользу. Также важно показать, что у вас есть либо продвинутая степень, либо вы обладаете исключительными способностями, exceptional ability, закрываете как минимум 3 критерия, которые предъявляются к людям, которые претендуют на эту категорию. Опять же, я думаю, что каждой из этих категорий мы посвятим в итоге отдельную передачу. Но в общем и целом все эти пути, включая также инвесторскую миграцию, связанную с работой, или иммиграцию на основе даже религиозной трудовой деятельности для тех, кто работает в религиозных заведениях. Все эти пути доступны тем, кто приехал сюда по ЮФОЮ, в силу того, что эти люди прибыли в Соединенные Штаты по паролю. То есть пароль является в целях получения миграционных документов законным статусом, и, соответственно, вы можете претендовать на получение грин-карты через трудовую деятельность, в том случае, если ваш пароль еще не закончился или если он будет продлен.
или уже был продлен. Соответственно, очень важно поддерживать все время законный статус и понимать, что заявки, которые вы подаете на основе вашей трудовой деятельности, не ведут напрямую к тому, чтобы разрешить вам находиться в Америке. То есть нужно продлевать свой законный статус, продлевать или ЮФЮ, или ТПС. Теперь перехожу ко второй части вашего вопроса. Какая разница между статусами ЮФЮ и статусом ТПС? С точки зрения закона разница есть. ТПС давно существующий статус, который возник в 90-е годы. Вокруг него много уже есть юридических прецедентов. Этот статус знаком иммиграционным чиновникам, в отличие от статуса ЮФЮ. Вокруг него меньше противоречий. Поэтому с точки зрения привычности этого статуса ТПС, безусловно, более такой консервативный статус, поэтому я считаю, что все, кто имеет право на получение ТПС, должны на него подавать, даже если у вас есть действительный пароль по категории ЮФЮ. Далее ТПС обладает одной интересной особенностью для тех, кто не приехал в Соединенные Штаты по ЮФЮ. Если человек находился в Соединенных Штатах, может быть, даже не совсем законно, и потом получил ТПС, есть судебные прецеденты, в рамках которых можно утверждать, что получение статуса ТПС является новым таким как бы впуском в страну, таким поворотным моментом, который восстанавливает статус человека. Доказать это иммиграционной службе непросто, нужно иметь соответствующие прецеденты, нужно делать соответствующие юридические аргументы, но в целом такая позиция тоже существует, и нам удавалось добиваться успеха на основе именно вот этой позиции в кейсах. Поэтому, опять же, статус ТПС многое меняет, многое легализует в положении человека, и, безусловно, это очень полезный статус, который тоже, как вот уже понятно, он не продолжается все время, он временный, temporary, но, тем не менее, этот статус, который может привести вас к тому, чтобы получить грин-карт. Скажите, пожалуйста, вы коснулись сроков, то, что нужно поддерживать ЮФОЮ и ТПС. А что делать, если срок заканчивается, например, ЮФОЮ, но документы на грин-карту, которые человек подал, допустим, по работе или каким-то другим способом, еще в процессе? Как быть? Ситуация такая, что если государство наше, правительство Соединенных Штатов, принимает решение о том, чтобы всем гражданам Украины продлить статус ТПС до определенной даты, или если, опять же, вы подали на репароль, и репароль вам одобряют, тогда эта проблема снимается вот до статуса истечения. Ну, естественно, вопрос о том, будет ли это все продлеваться, сложный, и мы не знаем, какое решение будет принимать правительство Соединенных Штатов. Соответственно, если вы подали документы на грин-карт, то ответ на ваш вопрос зависит от того, в какой стадии находится ваш процесс. Если, например, вы подали на грин-карт через процесс, связанный со спонсорством со стороны работодателя, то есть подали заявку на Labor Certification, эта заявка не дает человеку права находиться в Соединенных Штатах. Поэтому если вы находитесь еще на этом этапе, а вот, например, такая ситуация, что статус ТПС вдруг ваш истек, и правительство приняло решение его не продлевать, то, возможно, в этой ситуации нужно будет выезжать из Соединенных Штатов, дожидаться решения своего вопроса за рубежом. Потом в итоге, после положительного решения вопроса о выдаче вам иммиграционной визы, обращаться в американское консульство, проходить процесс иммиграционного интервью и возвращаться в Соединенные Штаты для работы у того работодателя, которому вы вот так понравились, что он даже прошел с вами через процесс трудовой сертификации. Если человек подал уже на следующий этап документы, то есть подал уже на иммиграционную визу, то здесь очень важно понимать, насколько ваша иммиграционная виза, согласно визовому бюллетеню, позволяет вам подать на заявку на adjustment of status. После подачи на adjustment of status человек уже может законно находиться в Соединенных Штатах, даже если его пароль или статус ТПС истек. Поэтому, опять же, возвращаясь к срокам, насколько нам всем известно, статус ТПС для граждан Украины был продлен как минимум для всех до апреля 2026 года. Поэтому призываю всех, кто задумывается о том, чтобы оформлять документы, начинать оформление пораньше, чтобы успеть до этой даты пройти этап Labor Certification, возможно, хотя он занимает примерно 1,5 года, то есть здесь трудно уложиться за этот срок. Но, тем не менее, начать хотя бы этот процесс, и в случае, если статус ТПС людям будет продлен, то можно будет успеть до конца следующего продления уже получить документ. А вы могли бы рассказать про возможность одновременной подачи, например, на рабочую грин-карту и на adjustment of status? Как это происходит и что это дает?
Да, смотрите, значит, как я уже сказала, дело в том, что подача заявки на иммиграционную визу позволяет подать заявителям одновременно с заявкой на иммиграционную визу, также и заявку на adjustment of status. Для подачи документов нужно заполнить соответствующие формы. Однако заявку на adjustment of status можно подать не всегда. Это можно сделать только в соответствии с документом, который называется Visa Bulletin или визовый бюллетень, который публикуется каждый месяц Госдепартаментом Соединенных Штатов. Он доступен онлайн на сайте Госдепартамента и так и называется Visa Bulletin. Если вы откроете этот визовый бюллетень, например, на июль 2025 года, согласно вашей иммиграционной категории, там будут объявлены приоритетные даты, которые вот в июле 2021 года могут подавать заявку на adjustment of status. Соответственно, те люди, которые претендуют на грин-карт по категории EB1, то есть выдающиеся способности, вы можете видеть в визовом бюллетене, что там стоит буковка C. Буковка C означает current. То есть все заявители, подающие на иммиграционную визу по категории EB1 или выдающиеся способности, могут сразу подать заявку на adjustment of status одновременно с заявкой на immigrant visa petition. По категории B2, вторая миграционная категория, которая предназначена для людей, у которых либо есть продвинутая степень, то есть степень магистра или выше, а также люди, которые претендуют на National Interest Waiver по категории, связанной с Exceptional Ability, то есть исключительными способностями. Для них в июле 2025 года дозволяется подать на Adjustment of Status, если основная петиция была подана в октябре 2023 года или раньше. Что касается заявителей по другим иммиграционным категориям, то там сроки дольше. Люди, подавшие в феврале 2023 года, могут подавать на adjustment of status, если они идут по категории skilled worker. Unskilled worker по-прежнему у нас только 2021 год срок подачи заявок. Вот именно этот 2021 год сейчас в 2025 году может подавать на adjustment. То есть сроки там ожидания очень длительные, больше 4 лет. Соответственно, вот эти вот сроки нужно всегда внимательно проверять, и заявка просто не будет принята, если вы подаете ее не в свой срок, если вы пытаетесь опередить визовый бюллетень. Скажите, а когда человек подает на adjustment of status или изначально подает, например, на EB1, EB2, то в какой момент и выдают ли ему вообще разрешение на работу, разрешение на въезд, на выезд? Может ли он легально жить, находиться, работать и путешествовать? Да, безусловно. Если человек подает свою заявку на adjustment of status в соответствии с визовым бюллетенем, то одновременно с этой заявкой можно подать заявку на право на работу, а также заявку на advance parole. В этом случае, как только вам будет предоставлено право на работу, вы сможете легально работать в Соединенных Штатах. Если у вас до этого не было права на работу, если оно уже было, то вы можете просто продолжать работать, уже не опасаясь, что ваше право на работу предыдущее истекло или истечет. И что касается адванс-пароля, то по получении этого документа можно путешествовать. Соответственно, бывает, что адванс-пароль включается в карточку права на работу. Сейчас, в соответствии с последними решениями еще предыдущей президентской администрации, карточка права на работу выдается на 5 лет. И, соответственно, с этой карточкой вы можете получить адванс-пароль, то есть прямо в карточке будет написано, что она служит адванс-паролем, то есть позволяет вам выехать из страны и вернуться назад. Если вы получаете адванс-пароль отдельно от карточки, то есть он приходит на отдельные бумаги, то обычно такой документ выдается на год, и через год его нужно продлевать. Спасибо. Скажите, а среди тех вариантов подачи на грин-карту, которые вы уже в самом начале рассказали, это и убежище, и родственники, и рабочая миграция. На практике для обладателей ЮФОЮ и ТПС какой сценарий перехода на грин-карту самый быстрый или, может быть, самый надежный? Опять же, все зависит от индивидуальной ситуации каждого человека. Если у человека нет ярко выраженных оснований для того, чтобы претендовать на получение убежища, или если у него нет родственников в Соединенных Штатах, которые могли бы подать на него документы, то есть ближайшие члены семьи, если есть только дальние, например, двоюродные, троюродные и так далее. В этом случае нужно думать о получении документов через работу. Статистически людей с выдающимися способностями не так много, хотя довольно много людей обращаются для оформления грин-карт через EB1, то есть выдающиеся способности. Однако, если выдающихся способностей нет, то нужно подумать о таких категориях, как либо EB2,
то есть претендовать на грин-карт через свой собственный бизнес, доказывая, что этот бизнес принесет Америке серьезную, значительную пользу именно национального уровня, или подавать на грин-карт через работодателя, то есть работу по найму на W2 в штате компании. Важно помнить о том, что в этом случае работодатель должен будет доказать, что нет американцев, которые претендуют на ваше рабочее место. Для этого не нужно доказывать, что ваше рабочее место какое-то необычайно сложное или уникальное. Наоборот, нужно дать объявление в газету и показать, что данное рабочее место не заинтересовало заявителей. И, как ни странно, наиболее перспективными претендентами на оформление таких документов являются люди квалифицированных рабочих специальностей. Механик, повар, швея. Это те самые специальности, на которые большого спроса среди американцев не наблюдается. И, соответственно, если вы работаете у работодателя, вы ему нужны, он вас ценит и готов подать на вас документы по подобного рода специальностям, это то, чем стоит заниматься заранее для того, чтобы успеть пройти процесс Labor Certification, завершить все примерно за 1,5 года, на которые, как мне кажется, мы можем рассчитывать при получении статуса ТПС. Для обладателей пароля, которые хотят перейти на грин-карту, вы могли бы сказать, какие ошибки наиболее распространенные и что вообще мешает получить грин-карту, когда приходят отказы, может быть, и как этих ошибок можно избежать? Спасибо за этот вопрос. У нас пока таких ситуаций не было, слава богу, чтобы кому-то отказывали в получении грин-карты именно из-за каких-то фатальных ошибок. Но в число фатальных ошибок я бы внесла прежде всего какие-то фиктивные надуманные ситуации. Не стоит, безусловно, заключать фиктивные браки, выдумывать какие-то несуществующие ситуации для подачи на убежище. Не стоит пытаться обмануть государство, не стоит, опять же, создавать какие-то искусственные ситуации, связанные даже с трудовыми гарантами. Все, что оформляется, должно иметь под собой реальную почву. Если вы реально работаете, вы реально нужны работодателю, он реально готов вас спонсировать, прекрасно. Если такой ситуации нет, не стоит пытаться ее выдумать, поскольку все это будет шито белыми нитками, может быть раскрыто и может навсегда закрыть для заявителя возможность получить документы в Соединенных Штатах. Спасибо. Тогда у меня последний вопрос, завершающий. Если человек из Украины находится в США, и у него через примерно 10 месяцев заканчивается UFOU, то что он или она может сделать уже сейчас? Какой будет простой, понятный первый шаг? Я думаю, что первым шагом человек должен внимательно ознакомиться с имеющимися вариантами, возможно, проконсультироваться с иммиграционным адвокатом и определиться, каким путем человек все-таки будет действовать. Если принимается решение о том, что вы хотите оставаться в Соединенных Штатах, то важно подумать, каким путем вы будете идти и начинать планировать этот путь прямо сейчас, потому что, естественно, нужно будет подавать на продление статуса пароля, если вы хотите здесь продолжать оставаться. Вся эта ситуация какое-то время может продлиться, но вряд ли это будут десятки лет, поэтому, опять же, стоит задуматься прямо сейчас о том, что вы будете делать, или договариваться с работодателем о том, чтобы он вас спонсировал, либо думать о развитии собственного бизнеса, который вы сможете позиционировать как приносящий Америке серьезную пользу. В общем, думать о ситуации нужно уже сейчас. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо за ваше время, за ваш опыт, за то, что делитесь вашей экспертизой и знаниями. Спасибо вам, было приятно с вами побеседовать. Взаимно. Всем пока. Всего доброго.